Друзья, всем огромнейший привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А сегодня мы отправляемся на настоящее мексиканское сафари. Сейчас мы приехали в биопарк Эстрелла, который находится примерно в 100 километрах от Мехико. При въезде в парк мы заплатили 50 песо за парковку и уже идем за билетами. Это один из крупнейших парков, сафари-парков в Латинской Америке, и нам, конечно, бы очень хотелось его посмотреть. Стоимость билета 440 песо, можно платить по карте. У нас в билет включены 3 активности. Это сафари, субтеррариум и динозавры. Каждый проходит каждый час, и нам на карте отметили, где именно проходят эти активности. Не знаю, попадем мы на них или нет, но попробуем обязательно что-то попасть. Помимо того, что у нас есть такая ручная карта, здесь есть еще большой плакат при входе, где также можно смотреть все эти активности более детально и все, что находится в этом сафари. Нас встречает красивая территория, водопад со страусами. Здесь у нас красивые фигурки из зелени, носорог, слоник. Начинаем свой путь до первой активности. Также при входе есть различные указатели, поэтому я думаю, что мы не запутаемся. Видим уже первых животных. Это черепахи, и отдыхают под навесом маленькие крокодильчики. В соседнем вольере разгуливают, важно, страусы. Выглядишь ты немножко опасно. Привет. Могу предложить тебе только карту. Ну, ты меня клюнешь сейчас, я понимаю. Ой, не страшно становится. Ну, вроде он не злится даже. Никак не реагирует. Данное животное называется патагонская мара. Вот здесь они в загончике располагаются и больше похожи на каких-то больших кроликов. Да, если честно, впервые вижу подобных животных. Они вроде как и кролики, но с такими лапками интересными. Я вижу второй раз, потому что первый раз я видела этих животных в Арисабе, в этом бесплатном зоопарке. Очень красивые и миленькие. Патагонская мара также еще известен под названием как патагонский заяц или патагонская морская свинка. Обитает в основном в Аргентине и питается травкой. Совсем рядом с марой мы видим уже более знакомые нам животные. Это никто иной, как капибара. Только, если честно, я полагал, что капибара выглядит немножко поменьше. А тут какие-то большие особи. Вот смотрите, один проходится, и двое вон там вот сидят в уголочке. Сейчас мы проходим на первую активность, которая называется Серенгети. Точно так же называются сафари-парки в различных странах, в Танзании, в Германии, в Кении. Также дополнительно мы купили за 15 песо корм для животных и уже проходим маленький вагончик автомобиля. Хотя он не такой маленький на самом деле. Здесь посадочных мест, наверное, человек на 50, если не 100. Наш грузовичок уже полностью набился, причем в основном детьми. И мы отправляемся на сафари Серенгети.
До этого мы видели уже много лам, страусов. Сейчас мы проезжаем интересных обезьян красивых, каких-то горных козлов. Сейчас мы видим зебры, очень много животных. Все кричат, очень шумно. Как здорово, к нам подошел просто огромнейший буйвол или супер, кто это, и мы его кормим. Отдавай! Ты видел, он меня задел языком, я блеснул. Вот такой сафари, друзья, получается. Уже за 10-15 минут прогулки увидели больше, чем на некоторых сафари можно увидеть за полдня. Это правда. Помнишь, сколько мы ездили, да, в Танзании? Несколько дней пытаясь кого-то увидеть. Вот. Сейчас всю большую пятерку, Big Five, всех увидим. Сейчас мы выходим из нашего автомобиля, заходим в небольшую беседочку. Здесь нас ожидают жирафы прекрасные. В это время автомобиль проезжает с другой стороны, и мы, покормив жирафов, вновь будем садиться в автомобиль. Так, детишки, все дружно отходим, пришла принцесса покормить жирафика. А он и кормит. Вот. Нет, по очереди. Еще ням-ням-ням-ням. Кстати, морковку мы покупали здесь рядом в ларьке. Сначала была огромная очередь, но я немножко мимо детишек прошла, и мне дали вот эту вот капусту, морковку, стоимость 20 песо. Только что здесь была огромная толпа детей. Не знаю, несколько групп собралось, а сейчас никого нет, потому что все уже садятся в автомобиль. Ну и мы тоже последуем их примеру. На самом деле, очень интересное развлечение, интересное сафари. Как тебе? Побежали? Да я вообще в полном восторге. Столько времени провели с жирафиками, посмотрели много животных. Очень здорово. А здесь, ребята, можно увидеть даже льва. Посмотрите. Нежатся на солнышке. Сейчас мы видим огромных бегемотов, которые отдыхают.
Покажи его немного шербутика. Вот такой рогатый друг был в финале нашего приключения. Сафари длилось, наверное, сколько? Ну, минут 45, наверное, да? Наверное, То есть, да. ну, пролетело буквально как одно мгновение. На самом деле, это такой вариант, знаете, для ленивых и для бюджетных, наверное, туристов, которые хотят посмотреть очень много животных, но не хотят ехать далеко и платить много денег. На самом деле, мы под впечатлением, мы здесь из большой африканской пятерки увидели 3. Увидели льва, слона и буйвола. Не увидели только лишь леопарда и носорога. Но, надеюсь, еще кого-нибудь увидим. Потрясающе. Не отстаем. Моя группа не отстаем. Все, спиногрызов обогнали. Идем на следующую активность. Пришли к следующей активности, которая проходит 3 раза в день, в 12 часов, в 2 часа, вот как раз сейчас, и в 4 часа. Это некий театр музыки или музики. Только что прогуглили слово «музики». Это переводится как «мюзикл», поэтому некий театр мюзикл. Pero al tamaño guacamaya y ya solamente nos falta el valor. Vamos a dejarle ese 10, pero por las 3 canastas que notó. A él le gusta más el básquetbol y repitamos ese fuerte aplauso. Se va en los exámenes. Viene paso a pasito moviendo su caderita de pollo. Ну, вот такое вот шоу с попугаями мы посмотрели. Достаточно стандартное, видели его уже несколько раз. Как попугай играет в баскетбол, как ходит на каких-то ходулях, какие-то циферки куда-то вкладывает. В общем, так, развлечение на 15 минут, посмотреть немножко и идти дальше. Буквально 2 минуты, мы дошли до следующей активности. Она называется Антарктика. Видимо, будем смотреть очень много-много пингвинов. Так, друзья, пингвины отменяются. Оказалось, эта активность совсем не про животных. Она за дополнительную плату. И сейчас мы посмотрим, как молодежь будет садиться вот, в импровизированные сани и скатываться с этой горки. Сейчас мы пришли к одному мистическому месту, которое называется Сабтерраниум. Здесь мы покатаемся на страшном вагончике и узнаем больше про подземную жизнь Мексики. Сейчас мы спустились вниз, и здесь сейчас садимся в вагончик и отправляемся в путешествие. Están listos para vivir su aventura. He parado por ellos mismos. Llevaban troncos, cascos con luz enfrente, guantes, pantalones de mezclilla, botas de goma. Guerreros griegos, pero están convertidos en piedra. Ahora miren a los ojos, si no se convertirán en piedra. Parecer, hemos entrado de nuevo al portal del tiempo. Весьма странная и страшная активность. Немножко на вагонетке под землей покатались, посмотрели каких-то различных призраков. В самом начале показано, как добывают какие-то, видимо, металлы в шахтах. Ну, в общем, любопытно. Время 3 часа дня.
И мы с вами пришли на шоу пиратов, которое также здесь проходит 2 раза в день. Одно шоу в час дня, другое в 3 часа. El público te está apoyando con las palmas. Около 30 минут продолжалось это шоу, и в качестве пиратов сегодня выступали морской лев и морской котик. Отправляемся к реке с динозаврами. Со мной тут один малыш заигрывает. В этот парк приезжают целыми школами, целыми классами. Очень много групп, все в своих костюмчиках своеобразных. Вот с этими ребятами, судя по всему, мы сейчас поедем. Estos están directamente emparentados con el velociraptor de Вот я. Juntaron con afiladas garras de forma de gol. Хотел сказать, динозавры как живые, но нет. Но яйца вылупляются. Una pareja de pteranodon. Pteranodon significa la siguiente. Como verán, su pico se parece al roedoro. Del lado derecho, una escena así de aquella parque estrella. Del lado derecho, un brachiosaurus, también conocido como cuello largo. Su nombre significa brazo de lagarto. De sobre 500 toneladas y de una altura de 15 metros. Se alimentó de algas que encontró en los estanques y locaciones de la copa de los árboles. Llegamos a la parte más peligrosa del recorrido, la cañada del dinosaurio. Dinosaurio significa lagarto de 2 crestas, las cuales utilizó para el cortejamiento con su pareja. Además eran carroñeros de que sitios eran demasiado frágiles. Stegosaurio significa reptil armado en el lomo, contó con 23 placas de las cuales 17 le permitían el gran metabolismo y con púas de 90 centímetros de las cuales el suelo que supera todas sus presas. Alcanzó una altura de 12 metros, muy bien, con ese fuerte rugido nos despedimos de nuestro amigo Жаль. У тебя даже водичка попала. Да, грасиас, немножко водичкой облили, но благо не сильно. Освежили, да, в такую погоду? Да, кстати, сейчас немножко уже холодает. В начале, когда мы были в парке, когда мы только ездили на сафари, была теплая такая жаркая погода, а сейчас уже, знаете, прям холодно, потому что мы действительно находимся высоко в горах, и здесь очень быстро холодает. Если вдруг вы все-таки окажетесь в этом парке, обязательно начинайте свой маршрут с сафари-парка. Да, ну а мы заканчиваем наш маршрут по реке с динозаврами. Мы в парке вам стараемся показывать лишь активности, но почти возле каждого развлечения, аттракциона, есть своя кафешка, есть магазин с сувенирами, вот куда сейчас бегут ребята как раз. Может быть, туда зайдем.
Вот такая игрушечка, это капибара, как вы заметили, стоит 185 песо. Это как браслетик какой-то на руку, или как Ноги классно называется? цепляются, ну да, типа браслетика. Теперь у меня тоже есть мой маленький капибара. Сейчас в парке мы взяли дополнительный билет, чтобы скатиться на двухместных санях. Ну, такой, знаете, как легкий, облегченный вариант американских горок. 90 песо стоило за двоих. Как всегда, народ есть, но очень быстро очередь проходит. Практически нигде мы не ждали больше 10 минут, наверное. Да, это здорово, хотя людей очень много. О, нормально, кстати, да, сейчас? С ветерком нам не хватало. О, действительно, вообще нормально. Класс, класс, класс. Так, ну хочу сказать, что на самом деле для детишек это просто кайф, потому что мы на похожем устройстве катались в Казахстане, в парке, но там немножко было попроще, вот. А здесь прям и скорость была достаточно большая, то есть, ну, здорово. На самом деле, кто боится больших горок, то это самый лучший вариант. И еще прикольно, что сани совершенно новые, то есть по ним прямо видно, что этот аттракцион построили недавно. Да, и дорога хорошая, поэтому отлично. Сейчас мы Томочку отправляем за едой, чтобы что-то перекусить нам. Ну а в парке, помимо развлечений, которые мы вам показали, также есть вот еще катамараны, есть небольшое озеро. Также можно прокатиться, по-моему, за отдельную плату. А теперь, что касается еды, мы взяли два маленьких комбо по 65 песо. Туда входит гамбургер в одном комбо, в другом комбо наггетсы, ну и плюс водичка. Да, в наггетсах еще картошка фри. Пока Тома пошла в соседнее кафе за кофе, я покажу вам, что мы получили за 130 песо. Здесь у нас 8 наггетсов, картошечка, соус томатный и какой-то еще Валентино, не знаю, что это, и маленький такой бургер. Кетчуп, горчица прилагается. Плюс напиток. Бургер здесь, по примеру, сделай сам. То есть маленькая булочка, сыр, котлета и соус добавляем сами. Майонез, горчица, кетчуп. Все, давайте пробовать. Не зря же мы извозились. Ну, ничего, сойдет, чтобы перекусить. Кстати, небольшое добавление. В бургер, оказывается, можно было класть и зелень, и лук, и томаты. И все это находится отдельно там на стоечке. Просто подходите и сами свой бургер изготавливаете. Из парка вышли к парковке, и здесь хотим подвести небольшие итоги. Во-первых, я нашла этот парк совершенно случайно. Среди туристов он не популярен, но местные его знают. Да, также мы сюда приехали в час дня, сейчас время 5 часов, то есть нам на изучение всего парка, а мы с вами посмотрели сегодня все самые популярные активности, нам хватило 4 часа. И будем потихоньку уже ехать обратно, потому что нам добираться до Мехико 2,5 часа. Еще стоит отметить в этом парке, что, конечно же, главная его фишка – это сафари. Сафари, мы как только вошли в парк, мы сразу же с него начали и не пожалели, потому что погода была шикарная, сафари была классная, животных было очень-очень много. Они были все активные, и еще важно, если вдруг вы хотите купить билет со скидкой, то переходите на сайт, и если у вас есть возможность купить онлайн-билет, то это сделайте, потому что там всякие комбо есть, скидки, и также можно в этот парк приехать на автобусе. Поэтому, друзья, приезжайте, мы его крайне рекомендуем. А с вами увидимся уже в следующем выпуске. Пишите любые вопросы в комментариях. Ставьте лайк.
Всем до новых встреч, всем пока. Всем пока, ребята, увидимся.